Польша объявляет войну. Кому и почему? Срочное обращение правительства к президенту. Арест Лукашенко украинскими силовиками. Цель номер 1. Офис Зеленского запускает процедуру. Захват лидера страны. Моссад и ЦРУ начали охоту. Задача достать из-под земли. Украина уничтожила технику НАТО силами полка Азов. Разбито подразделение Альянса. Военные призвали провал. 700 секунд для подлета к Украине баллистики Ирана в течение ближайших 48 часов. Срочный звонок из Киева в Тегеран. Переговоры начались. Москвичей отправляют на фронт. Путин запросил помощь союзников. Трамп и Зеленский закрылись в Белом доме. И удар по силам РФ по смертным подаркам от Линдси Грэма. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет. Это «Время Прядко», 29 июля на календаре. Давайте начнем. Срочное обращение к президенту. Те, кто бьет украинцев, поддерживает бандеровцев. Такое заявление сделал глава правительства Польши. Его слова приводят польские медиа. Туск призвал Навроцкого прервать молчание и обратить внимание на вспышки насилия по отношению к украинцам в Польше. Он взорвался после недавнего случая в польском Вроцлаве, когда в конфликте была избита пара украинцев. Подобные инциденты, заявил Туск, связаны с тем, что радикальные группировки почувствовали политическую поддержку и безнаказанность. Также Туск обратился к лидеру оппозиции Ярославу Качинскому и потребовал прекратить призывы к созданию боевых группировок, потому что ответственность за рост насилия несут политики. Премьер уверен, что нападения на украинцев наносят удар по самой Польше, и он также заявил, что необходимо объявить войну. И вот какую. Каждый, кто избивает украинок на польских улицах, поддерживает худшие идеи и настроения в Польше, Украине и во всем мире. Мы должны объявить решительную войну этому насилию, потому что бандиты, футбольные хулиганы и эта агрессивная среда почувствовали безнаказанность и уверенность, поскольку получили политическое покровительство. Арест президента украинскими силовиками. Зеленский пошел против Лукашенко. Киев готовит уголовное дело. Офис Зеленского официально передал в Генеральную прокуратуру Украины обращение с запросом рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против Лукашенко. А инициатором выступила белорусская оппозиция в изгнании, которая обвиняет Лукашенко в соучастии в войне России против Украины, а также в причастности к принудительному вывозу украинских детей на территорию Беларуси. Об этом пишет Рейтер, а также Форум демократических сил Беларуси, который и опубликовал официальное письмо из офиса Зеленского. Авторы обращения просят рассмотреть вопрос об открытии уголовного производства по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе предусматривающих ответственность за введение агрессивной войны, военные преступления, финансирование терроризма, посягательство на территориальную целостность Украины, пропаганду войны и геноцид. В Киеве заявили, что прокуратура должна проверить изложенные доводы и принять соответствующее решение. Западная пресса при этом пишет, несмотря на то, что перспектива суда над Лукашенко сейчас выглядит маловероятной, возможное уголовное преследование может стать дополнительным инструментом давления на Минск со стороны Украины и западных стран. Захват нового лидера страны. ЦРУ и Моссад начали охоту за Хаменеи. Разведки США и Израиля ищут след верховного лидера Ирана, аятоллы Маджтабы Хаменеи, утверждает британская The Times со ссылкой на источники. Цель операции, по данным издания, не устранение лидера Ирана, а выяснение ключевого вопроса: жив ли он, где находится и в каком состоянии. Разведки, как утверждается, работают практически вслепую. Хаменеи уже около 150 дней, то есть с момента нападения Израиля и США на Иран, не выходит на связь и не использует электронные устройства. Поэтому спецслужбы делают ставку на агентов внутри страны и пытаются выйти на людей, которые поддерживают контакт с аятоллой. По данным The Times, местонахождение Хаменеи якобы известно лишь 2-3 представителям корпуса стражей исламской революции. Разведки рассчитывают найти его курьеров, передающих личные распоряжения, и получить доступ к ближайшему окружению верховного лидера Ирана.
Украина уничтожила технику НАТО и разбила подразделения Альянса. Военные Азова нанесли удар. Немецкое издание Welt пишет о провале западных войск. И речь даже не о настоящем бое, а о масштабных военных учениях с использованием того, что уже сейчас есть в руках украинцев и россиян на поле боя. Бойцы первого корпуса Азов, игравшие роль противника на маневрах в Швеции, применили разведывательные и ударные дроны, против которых военнослужащие Альянса оказались практически беспомощны. Украинцев шокировал не только уровень подготовки западных сил, но и сам порядок проведения маневров с постоянными перерывами на кофе. По оценке украинских военных, которые загнали западные силы, в нынешнем состоянии силы Альянса могут не выдержать столкновения на современном поле боя, говорится в публикации. Удивление у украинцев вызвал и сам ход учений. Они постоянно объявляли новые перерывы на кофе. Они называли это фика, чтобы у войск НАТО было достаточно отдыха, рассказывает солдат Алекс в беседе с Welt. Он воюет в составе бригады «Любард», которая входит в корпус Азов. К этому добавилось множество предписаний, четко регулировавших, в каких зонах и при каких условиях использование беспилотников на полигоне было запрещено. Трамп и Зеленский закрылись в Белом доме. Накануне они провели за закрытыми дверями часовую встречу, где обсуждали лицензии на производство ракет-перехватчиков для Патриот и другие варианты усиления украинской ПВО. Об этом стало известно уже по итогу разговора из коротких сообщений в соцсетях от сторон. Параллельно Киев и Вашингтон рассматривали идею воздушного перемирия, о котором ранее писало агентство Рейтер. Разговор в целом был назван хорошим, однако и Трамп, и Зеленский покинули Белый дом без публичных заявлений и подхода к прессе. 3 иранские баллистические ракеты для Украины в течение ближайших 48 часов. В зоне поражения вся страна, а время подлета 700 секунд. Информацию о едва ли неизбежном ударе Тегерана по Киеву накануне массово опубликовали украинские каналы со ссылкой на мониторинговые группы, добавив ко всему и карту, на которой изображена зона, куда долетает иранская баллистика. В ЦПД при Совете нацбезопасности и обороны Украины уже заявили, что официальных данных о подготовке к такому удару со стороны Ирана пока нет. Украина и наши партнеры в координации отслеживают все возможные угрозы. Это происходит в постоянном режиме. Кроме того, важно ориентироваться не на вбросы иранских пропагандистов или отдельных спикеров, а на заявления или проповеди духовных лидеров. Тем не менее, Украина экстренно запросила переговоры с Ираном. Срочный звонок из Киева в Тегеран. В МИД Украины заявляют, что вышли на связь с Аббасом Аракчи, министром иностранных дел Ирана, который буквально на днях называл Зеленского дармоедом в Киеве. Стороны схватились из-за удара в ВСУ в Каспийском море. Иран заявляет об ударе по его гражданскому судну и убийству иранского моряка. Украина уверяет, что била по судну, которое доставляет военные грузы между Россией и Ираном. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига уверяет, что призвал Аракчи воздержаться от любых шагов, ведущих к эскалации, а также прекратить любую поддержку Путина. Сибига также заявил, что дипломатия – это прямой диалог, даже когда он сложный, и уверяет, что цель Украины – избежать ненужной эскалации. И также подчеркивает, что ВСУ не били по гражданским судам, а борются исключительно с российской агрессией. Это также касается заявлений Ирана о погибшем их гражданине и гражданском судне, которое стало целью в недавнем инциденте. Наша цель – противодействовать российской агрессии, которая является коренной причиной всех инцидентов. И именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы. Я подчеркнул необходимость воздерживаться от любых шагов, ведущих к эскалации, а также прекратить любую поддержку войны России против Украины. Иран уже также отреагировал на звонок из Киева и заявил, что тоже не хочет никакой эскалации, но при этом Украина должна возместить убытки. Прощание с ястребом Грэмом, который очень любил войну. Вашингтон проводил в последний путь одного из самых влиятельных сенаторов США. В ротонде Капитолия простились с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. В центре зала установили гроб политика, покрытый американским флагом. На церемонию собрались сотни законодателей от обеих партий, республиканской и демократической, представители администрации, бывшие парламентарии, а траурную музыку исполнил оркестр ВВС США, в которых Грэм прослужил юристом более 30 лет.
Вице-президент США Венс вспомнил Грэма как яркую фигуру в Сенате, чьи шутки порой заставляли окружающих смеяться до слез, отмечает Рейтер. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тюн заявил, что никто не относился к своей работе серьезнее Грэма, но при этом никто не умел так разрядить атмосферу в Вашингтоне. А вот Трамп еще до начала траурных мероприятий заявил в интервью Fox News, что покойный сенатор Грэм был одним из самых жестких сторонников усиления армии и постоянно выступал за более активную роль США в конфликтах. По словам президента США, он не раз шутил над Грэмом из-за его воинственной позиции, говоря, что тот никогда не встречал войны, которая бы ему не понравилась. Позже на поминальной службе глава Белого дома назвал Грэма легендой и заявил, что сенатор умер, делая работу, ради которой был рожден. Он свято верил в правоту американской силы и молитвы и был ярым ястребом. Скажу вам честно, не было такой войны, которая бы ему не нравилась. Только настоящие друзья поймут это. Он хотел этого ради блага нашей страны. Он всем своим нутром чувствовал, что наша судьба – побеждать, и что его работа – сделать все возможное, чтобы наши враги проиграли. Тем временем дело Грэма живет. Сенат США переименовал резонансный двухпартийный документ в закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 26 года, расширив его действия на Тегеран. Обновленная версия сохраняет жесткие ограничения против РФ и на 7 лет продлевает санкции против Ирана и его бизнес-партнеров. Об этом сообщает Радио Свобода. Главная цель адских санкций – страны, которые покупают российский нефть и газ. Документ позволяет президенту США вводить вторичные пошлины против крупнейших покупателей российских энергоносителей, включая Китай и Индию. Голосование по законопроекту должно было состояться накануне вечером, а Bloomberg прогнозирует ему практически гарантированное одобрение. Далее документ отправят в Палату представителей, однако она уже ушла на августовские каникулы, поэтому вступление закона в силу возможно не ранее сентября 2026 года. Подарок Линдси Грэма для уничтожения российских сил. Украинский дрон-перехватчик P-1 Sun, который из-за своего необычного названия, а точнее его написания, в народе неофициально называют Писюн, отправится на фронт, а не в США. Речь о БПЛА, который за 2 дня до своей смерти в Киеве держал сенатор Линдси Грэм и сделал с ним фото. Сторонница Трампа, которая ранее жестко критиковала Зеленского и Украину, а сейчас внезапно изменила свою точку зрения и покаялась перед украинцами, оказалась на секретном объекте в Украине, в частности на украинском предприятии Skyfall, где производят дроны-перехватчики. По словам Лоры Лумер, за 2 дня до своей смерти Грэм также посещал этот завод и даже отметил там свой 71-й день рождения, получив в подарок такой беспилотник и сделал с ним снимок, который в итоге стал последним при его жизни. Также представители Skyfall попросили сообщить всем, что больше не будут отправлять этот дрон-перехватчик в дом Линдси Грэма. Вместо этого, в знак уважения к его приверженности поддержке украинского народа и противостоянию авторитаризму, беспилотник будет отправлен на передовую, где его планируют использовать для нанесения ударов по российским силам. Покойтесь с миром, сенатор Линдси Грэм, защитник свободы и демократии во всем мире. Путин экстренно обратился к союзникам. Кремль запрашивает помощь и начинает переговоры с Казахстаном и Узбекистаном. Главная цель – изменение действующих соглашений о военно-техническом сотрудничестве, обновленный текст которых затронет механизмы взаимных поставок продукции, необходимых ВПК. Путин официально санкционировал проведение переговоров с Астаной и Ташкентом. Об этом пишет российское издание Insider, уточняя, что действующие договоры регулируют не только продажу российского оружия этим странам, но и взаимные поставки продукции военного назначения. К ней отнесены вооружение и военная техника, работы и услуги, военно-техническая информация, технология, результаты интеллектуальной деятельности, а также конструкторская, техническая, технологическая и эксплуатационная документация. Соглашения предусматривают ремонт и модернизацию вооружений, совместные исследования и разработки, создание совместных производств и подготовку специалистов. Теперь же, по данным аналитиков, новые действия Москвы указывают на то, что обновление договоров призвано легализовать и упростить импорт необходимых ресурсов через страны,
не поддержавшие санкционный режим. Кроме того, инсайдер уверяет, что решение о пересмотре договоров принято на фоне западных санкций, ограничивших доступа России к оружию, электронике, компонентам двойного назначения и другим технологиям, необходимым для оборонной промышленности. Ранее авторы издания опубликовали расследование о поставках из Казахстана керамики из оксида бериллия, которая, как утверждается, используется российскими предприятиями при производстве военной радиоэлектроники и компонентов вооружений. Москвичей и россиян, гуляющих по центру Москвы, отправить на фронт. С таким предложением выступил Александр Дугин. В России его называют философом, на Западе идеологом русского мира, а в Украине подозреваемым в деле о посягательстве на территориальную целостность и в деле о геноциде. По словам Дугина, Россия оказалась на пороге священной народной войны с Западом, которая рискует закончиться концом всего человечества. И это никак не вяжется с тем, говорит он, что в центре столицы, на Патриках, сохраняется иллюзия беззаботности. Народ гуляет, делает селфи, живет как ни в чем не бывало. Чтобы вернуть москвичей в реальность, Дугин предлагает отправить всех расслабленных в окопы. При этом он называет таких россиян тыловыми муравьями, которые пока находятся в резерве. Знаете, в биологии есть эксперимент. В муравейнике реально работает лишь небольшая часть муравьев, а остальные просто создают видимость бурной деятельности. Но стоит убрать рабочих муравьев, как часть этих лентяев и халтурщиков тут же включается в работу. Мне кажется, те тыловые муравьи, которых пока не трогают, будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Тем временем в России накануне заявили, что в окопы уже отправился ряд чиновников. В частности, губернатор Липецкой области Артамонов рассказал, что его заместители, мэр Липецка, министры региона и главы муниципалитетов вступили в мобилизационный резерв и заключили трехлетние контракты с Минобороны для службы в мобильных огневых группах. Они пройдут подготовку, однако вернутся в свои кабинеты, но при необходимости будут выезжать на уничтожение дронов. Скандал в ВСУ. Военные арестованы за жестокий самосуд над сослуживцами. Подозреваемые двое военнослужащих из медроты полка Скеля. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Дуэт судят за ЧП, которое произошло в Кировоградской области в мае 26 года. Тогда двоих других бойцов Скеля выписали из госпиталя из-за нарушения дисциплины. Долечиваться их отправили в медроту родного полка. Однако уже там лечение превратилось в настоящую пытку, поскольку двое сослуживцев решили на кулаках объяснить правила поведения. По данным следствия, один из солдат потерял сознание прямо во время пыток. Описывать детали здесь не могу из-за правил Ютуба. Второго военного также подвергли пыткам. Сейчас подозреваемым инкриминируют статьи о пытках и жестком нарушении уставных правил. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Друзья, спасибо вам большое за поддержку. Мне будет приятно, если вы оставите лайк, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже опубликованы на канале «Время Прядко».